Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала Яр-Пруд. В этом видео я расскажу вам о прудах зимой и о заморах. В конце ролика вы узнаете о главной причине заморов и способ, как их избежать. Здесь я собрал записи за несколько лет. Итак, ноябрь, начало зимы. Снега, как вы видите, выпало по лодыжку, а пруд затянуло тонким прозрачным льдом. Он еще слишком тонок, чтобы выдержать вес человека. Подо льдом вода на глубине от 1,5 метров и глубже сохраняет температуру плюс 4 градуса. Однако лед препятствует поступлению кислорода и выходу из воды вредных газов. Накопленная за лето органика начинает разлагаться и портить воду. Поэтому всю зиму я приезжаю на пруд, чтобы бурить лунки во льду. Пришел декабрь, а снега уже по голенище сапога. Пробираться к пруду с каждым днем становится труднее, так как дороги на дачах не чистятся. Лед уже окреп, и можно брать в руки бур и сверлить спасительные лунки. Можно, конечно, в них вставлять тростник, который не дает им замерзнуть, но так как рядом у нас тростник не растет, то я просто присыпаю их снегом, чтобы они не так быстро замерзали. Ну, это известный прием на зимней рыбалке. За один раз я просверливаю 10-15 лунок по всему периметру пруда. Самым лучшим вариантом было бы организация незамерзающей лунки. Однако нам на дачах на зиму отключают электричество, что делает невозможным установку в пруд электрического насоса. Приезжая на пруд зимой, я совмещаю приятное с полезным. Бурение лунок с прогулками с собакой на свежем воздухе. Любуюсь зимними пейзажами, заснеженными соснами, елями, покрытыми инями растением, оставшимися с осени яркими гроздями ягод. Однако не стоит гулять по дачам в одиночку, так как, судя по этим следам, след моей собаки справа, а слева оставил след, по-видимому, волк. Как вы видите, он в 1,5 раза больше. Ну, а идя по следу лося, я неожиданно наткнулся на разбросанные по снегу перья и капли крови. Эта птичка явно стала чьим-то обедом. То ли волка, то ли лисы. Как говорится, не ходите, дети, в Африку гулять. Однако есть на даче хищники и пострашнее. Брошенная на снегу мультиварка говорит о том, что в этом домике побывали дачные воры. Кто знает, что придет им на ум, застигнутым на месте преступления. В любом случае не хочется столкнуться один на один с вооруженным монтировком грабителем. Эти воры оказались вежливыми и аккуратно вынули стекла, чтобы залезть внутрь. Наступил январь, снега выпало по колено. Я снова и снова приходил на пруд и бурил лунки. Пробурив очередную лунку, я почувствовал неприятный запах, исходивший от воды. Мне сразу закрались тревожные мысли, а вдруг это замор? И карпы мои задохнулись. Поэтому я решил посмотреть, что же происходит подо льдом. Принеся эхолот и опустив датчик в лунку, я увидел в зимовальной яме, это самое глубокое место пруда, над дном какой-то предмет. Вот эта линия
может быть рыба, так как камней и коряк у меня в пруду нет. Настораживало только то, что предмет один и не движется. Поэтому я решил опустить в луку камеру и посмотреть, что же делается подо льдом. В том месте, где я обнаружил предмет на дне, ничего не разглядеть, так как в воду проникает мало солнечного света. Поэтому я решил посмотреть верхние слои у льда, так как мертвая рыба должна всплывать брюхом кверху, и ее должно быть видно. Отсутствие всплывшей ко льду рыбы добавляло мне уверенности и оптимизма в том, что карпы мои еще живы. Подо льдом я увидел только пузыри воздуха и воронки от ранее просверленных мною лунок. Пришла весна. Мартовское солнце растапливает верхний слой снега, который за ночь превращается в наст. Идти по насту очень трудно, так как поднимаясь на наст, пытаешься сделать шаг, нога проваливается глубоко в снег, приходится снова наступать на наст, поднимая вес всего тела. Это все равно, что взбираться по лестнице. Нетрудно посчитать, что при длине шага человека в полметра, чтобы дойти до пруда, приходится преодолеть 1000 таких ступенек. В среднем в этаже 30 ступенек, то есть это все равно, что подняться на 34 этаж пешком. Пока дойдешь до пруда, выдохнешься. Это хорошая замена душному тренажерному залу, но после таких тренировок сил на бурение лунок остается мало. Поэтому все-таки лучше воспользоваться лыжами. Но мир не без добрых людей, и брат одолжил мне снегоход. Со снегоходом путь занимает считанные минуты, и можно всей семьей приехать на пруд в погожий зимний денек пожарить шашлыки. Со стороны может показаться, что снегоход едет по ровной утрамбованной дороге. Но на самом деле, спрыгнув со снегохода, ты проваливаешься по колено в снег, а то и глубже, так как снегоход едет по насту, не проваливаясь до земли. В общем, идеальное зимнее средство передвижения. Разве что сани, запряженные оленями, могут сравниться по проходимости со снегоходом. И вот, как сказали бы дети, Чип и Дейл спешат на помощь, ну или щенячий патруль. Дети тоже ринулись бурить лунки, спасать бедных кои. Ну, ринулись — это громко сказано, так как скорость бурения лунок приближается к 1 лунке в час. Но зато дети тоже приобрели навыки зимней рыбалки. Вы только посмотрите на этот тандем. Желания много, а селенок мало. Да, детям трудно дается полуметровый лед. Но зимний день короток, темнеет рано. И вот уже свет фары снегохода разрезает вечерние сумерки. Отдых на природе удался.
Все вдоволь накатались, каждый на своем снегоходе. Пришел апрель, снега снова по лодыжку. На южной стороне холмов и кочек он уже совсем растаял, и пробираться к пруду стало легче. Лед все еще такой же толстый, но стал хрупким, ломается под весом человека и расслаивается. Уже опасно выходить на лед и бурить лунки. Самый непрочный лед у берега. Как вы видите, здесь он как слоеный пирог. 20 сантиметров льда, потом 5 сантиметров воды и снова 20 сантиметров льда. Так как снег уже активно тает, в пруду начала поступать свежая талая вода, богатая кислородом. И следовательно, необходимость в бурении лунок уже отпадает. Но вода по-прежнему имеет неприятный запах. Я так старательно бурил лунки, что напоследок умудрился сломать бур. Вот вы видите этот момент в кадре. Так железо оказалось слабее моего желания спасти карпов. И вот уже конец апреля. Снег остался только в низинах и в тенистых местах. Туда, куда не попадают прямые солнечные лучи. А в небе устраивают брачные игры журавли. Они летают кругами над моим участком на высоте около полукилометра. Поэтому очень сложно сфокусировать камеру, чтобы запечатлеть их грациозный полет. Наблюдая за журавлями, меня не покидала мысль о том, что где-то все это я уже видел. Ну конечно же, на День города к нам прилетали русские витязи и показывали фигуры высшего пилотажа. Как говорится, найдите 10 отличий. И все-таки человек многое подчеркнул от природы. Даже поднявшись в небо, человек устраивает такие же головокружительные, захватывающие и опасные виражи. Вернувшись с небес на воду, я увидел, что лед в пруду начал таять. Вдоль берега уже показалась вода. И вот, рассматривая тающий лед, я с ужасом увидел вмерзших в лед карпов кои. Их разноцветные бока просвечивали сквозь тающий лед. Все-таки мои опасения были не напрасны. В пруду произошел замор.
Дно вдоль берега все усеяно дохлыми лягушками. А один карп-кой даже каким-то образом оказался на берегу, возле кротовой кучи. Если у вас есть соображения, как он туда мог попасть, пишите в комментариях. Когда лед растаял, мне удалось выловить 3 кой. Некоторые из них уже достигли половозрелого размера 30 сантиметров. И этой весной я надеялся на первый нерест, но этому не суждено было случиться. Все-таки для успешной зимовки карпов необходима не стоячая, а слабо проточная вода. Или необходимо делать незамерзающие лунки с помощью воздушного компрессора или водяного насоса. Лучше всего, что происходит во время замора подо льдом на дне, видно в пленочном пруду, дно которого сплошь усеяно трупиками различных жуков и лягушек. Первоначально я думал, что причина замора в невынутых из пруда вершах, в которые на зимовку набивается до 10 килограммов лягушек. Так как лягушки, чтобы перезимовать, ищут на дне камень или корягу, под которой они могут просидеть всю зиму. А так как ничего этого у меня в пруду нет, они все забиваются в вершу. Поэтому, чтобы уменьшить вероятность замора, я их осенью перетаскиваю в ближайшую канаву, чтобы они не потребляли драгоценный кислород. Но этой осенью моя машина сломалась, и верша с лягушками так и осталась в пруду до весны. Вынимая весной верши, я почувствовал жуткий, зловонный запах и увидел в них кучу разложившихся лягушек и пару карпов. Хорошо, что камера не передает запахи. Таким образом, первоначально я решил, что причиной замора стала массовая гибель лягушек. Однако, проверяя толщину льда в маленьком пленочном пруду, который был вырыт этим летом, я почувствовал тот же запах тухлятины. В этом маленьком прудике не было рыбы, там стояли только 3 тазика с кувшинками. Откачав из него воду весной, я не нашел ни одного трупика лягушки. Таким образом, стал понятен источник неприятного запаха и замора. Это накопившаяся всего за одно лето органика. Осенью водоросли и зеленые части растений отмирают, а зимой, разлагаясь, в воде выделяют сероводород и другие вредные вещества, от которых гибнет рыба. Стало понятно, что без организации незамерзающей лунки, через которую выходят вредные газы, зимовка карпов в пруду невозможна. Также такая лунка обогащает воду кислородом. Об устройстве незамерзающей лунки я расскажу вам в одном из следующих роликов. Когда же весной вода в большом пруду просветлела, я обнаружил, что по дну, как ни в чем не бывало, ползает моя черепашка Яппи, про которую я уже и забыл. Теперь понятно, почему эти древние создания смогли пережить динозавров. Раз из всех рыб и лягушек в пруду выжила лишь одна Яппи. Европейская болотная черепаха оказалась намного выносливее и неприхотливее японских карпов-кой. Так что если у вас есть такая возможность, советую вам завести у себя это прелестное создание. Она всегда будет радовать вас своим присутствием. Яппи, как настоящая хозяйка в пруду, по-прежнему выползает на берег погреться на солнышке. В прозрачной воде я увидел, что кроме черепахи в моем пруду больше никто не выжил, поэтому весной я решил заново зарыбить мой пруд. Но уже не карпами кой. Когда я только планировал выкопать пруд, я выбирал, кого в него запустить.
между декоративными карпами и рыбой, которую можно будет половить на удочку. Кто уже догадался, что это будет за рыба, пишите в комментариях. Ну а весной в пруду я обнаружил еще одно очень неожиданное и неприятное последствие замора, о котором я вам расскажу в следующем видео. Ну а кому понравилось, подписываемся на канал. А если есть вопросы, то пишите в комментариях. И спасибо за просмотр.